Начнем с Гринвичского меридиана. В качестве фона используем эту сферическую панораму, на которой запечатлен Вестминстерский мост в Лондоне на восходе солнца. Координаты 0 градусов долготы и 51,5 градуса северной широты. Приглушим панораму, чтобы лучше были видны дополнительные построения на экране. Сориентируемся по сторонам света, которые обозначены здесь буквами. Буква S обозначает север. Это направление на Северный полюс, географический, то есть тот, через который проходит ось вращения Земли, а не магнитный, на который показывает компас. Существует понятие азимута. Это угол между направлением на север и выбранным горизонтальным направлением, отмеренный по часовой стрелке. Соответственно, азимут севера равен нулю, азимут востока V равен 90, азимут юга U 180 и азимут запада Z 270. Далее, для лучшего ориентирования, отобразим сетку азимутальной системы координат. Как видно, она привязана к сторонам света: запад, юг, восток. Обозначены и промежуточные направления, например, юго-восток, юго-запад. Также виден уровень горизонта и уровни высот над горизонтом шагом 15 градусов, 15, 30, 45 и так далее, вплоть до 90 градусов. Это зенит, точка, вертикально расположенная над наблюдателем. Уровни ниже горизонта мы расположим чаще, по 6 градусов, и оставим их всего 3, минус 6, минус 12 и минус 18 градусов. Эти уровни общеприняты для трех типов сумерек: гражданские, навигационные и астрономические соответственно. Позже мы их разберем подробнее. Отдельно обращаю внимание на синюю линию, которая проходит через южную точку горизонта, через зенит, через северную точку горизонта и внизу через надир. Эта линия называется небесным меридианом, и в момент ее пересечения с Солнцем случаются истинные полдень и полночь. В левом верхнем углу указаны координаты места, о которых я уже сказал, широта и долгота. В следующей строке координаты Солнца, высота над уровнем горизонта и азимут, в данном случае 180, то есть юг. И ниже приведены дата и время. В данном случае полдень 22 марта, день весеннего равноденствия. Ну и наконец, поставим часовые метки и понаблюдаем за Солнцем, как оно будет двигаться с течением времени. В 12 часов оно находится точно на юге, на небесном меридиане, занимая наивысшую точку своего дневного хода. Иногда про этот момент ошибочно говорят «Солнце в зените». На самом деле это называется кульминацией, и по времени это происходит посередине между восходом и заходом Солнца. Через час Солнце повернется немного правее и опустится чуть ниже. И так далее. 2, 3, 4, 5, 6 часов. Солнце заходит за горизонт и делает это точно на западе. Все вполне соответствует обычным представлениям. Для удобства восприятия часовые метки ниже горизонта, то есть когда мы не видим Солнце, имеют синеватый оттенок. После захода Солнца начинается самый светлый тип сумерек, так называемые гражданские сумерки. Они продолжаются, пока Солнце не опустилось до уровня 6 градусов ниже горизонта. В условиях гражданских сумерек считается, что на открытом пространстве в ясную погоду естественного освещения все еще достаточно, чтобы хорошо различать наземные объекты и обходиться без искусственного освещения. Следующий тип сумерек – навигационные. Солнце находится в диапазоне от минус 6 до минус 12 градусов. В этот период становится достаточно темно, требуется искусственное освещение, однако небо еще не совсем темное и горизонт еще различим. И, наконец, наступают астрономические сумерки от 12 до 18 градусов ниже горизонта. В бытовом смысле это уже полная ночь, и единственные люди, для кого ночь в эти моменты еще не наступила, это астрономы, ведущие наблюдения за слабо светящимися галактиками. Итак, после захода прошло 2 часа, уже 8 часов вечера, 9, 10, 11, 12 часов.
Полночь. Солнце находится строго на севере, глубоко под горизонтом, вновь пересекая небесный меридиан. Следующая половина суток проходит аналогично, но по высоте Солнца в обратном порядке. То есть через 4 часа мы доходим до границы астрономических сумерек. За следующие 2 часа небо светлеет и восходит Солнце. 6 часов утра, Солнце на востоке, все опять соответствует обычным представлениям. И через 6 часов мы наблюдаем очередной полдень, Солнце вновь кульминирует на юге. Теперь посмотрим, где Солнце будет в полдень, но через месяц, 22 апреля. Как видно, оно занимает более высокую позицию на небе. Еще через месяц, 22 мая. И, наконец, день летнего солнцестояния, 22 июня. Полуденное Солнце занимает самое высокое положение в году. В этой местности оно никогда не поднимается выше и уж тем более не бывает в зените. Давайте еще раз пройдем полные сутки, отмечая, что же изменилось в сравнении с равноденствием. Час дня, 2, 3, 4, 5. Обратите внимание, прошло не 6, а всего 5 часов после полудня, а Солнце уже на западе и даже чуть правее. И как видно, несмотря на то, что оно уже на западе, оно даже не думает пока заходить за горизонт. Поехали дальше. 6, 7, 8. И только теперь в 9 часу Солнце наконец пересекает линию горизонта. Обратите внимание, где оно это делает. Это не запад, а практически северо-запад. 9, 10, 11, 12. Полночь. Как видно, Солнце так и не пересекло нижнюю границу сумерек. И затем начинает подниматься. Час, 2, 3. Начинает светать, и к 4 часам Солнце встает. Опять же, не на востоке, а на северо-востоке. Только через 3 часа оно достигнет востока и будет уже достаточно высоко. Отметим, что, как и ожидалось, день действительно стал длиннее. Добавилось 2 с лишним светлых часа вечером и столько же утром. Итого увеличение дня в сравнении с равноденствием примерно на 4,5 часа. Теперь посмотрим на траекторию Солнца через полгода, в день зимнего солнцестояния, 22 декабря. Тут хочу отметить, что даты самих моментов, например, солнцестояния, я называю неточно, без учета високосных годов и прочих факторов. Я просто выбрал 22 число месяца как наиболее универсальное, без ущерба для точности изложения. Итак, следующие 6 месяцев. Июль, август, сентябрь, опять равноденствие, октябрь, ноябрь, декабрь. Теперь полуденное Солнце занимает самое низкое положение за весь год, всего 15 градусов над горизонтом. Поехали. Час дня, 2, 3. И вот ближе к 4 Солнце уже заходит за горизонт. Как ожидалось, день стал коротким, но теперь Солнце зашло левее запада, на юго-западе. То есть разброс точек захода, а также и восхода, в течение года составляет без малого 90 градусов. И уж во всяком случае нельзя сказать, что Солнце всегда заходит на западе и восходит на востоке. Дальше, во время длинной ночи, Солнце успевает погрузиться под горизонт на наибольшую глубину за весь год. Чтобы продолжить повествование, нужно сделать небольшое пояснение. Все моменты времени, которые я называл до сих пор, это было так называемое истинное солнечное время. То есть такое время, при котором Солнце пересекает небесный меридиан в 12 часов дня и в 12 часов ночи. Однако это истинное солнечное время течет неравномерно. Это объясняется 2 факторами. Наклон оси вращения Земли к плоскости орбиты и небольшая эллиптичность орбиты Земли. Пользоваться таким неравномерным временем неудобно, поэтому была введена равномерная шкала времени, так называемое среднее солнечное время, при котором каждые сутки от полудня до полудня длятся ровно 24 часа. Разность хода среднего и истинного солнечного времени доходит до полминуты в сутки, и в течение года суммарное отклонение одного времени от другого достигает четверти часа. Это отклонение имеет устоявшееся название – уравнение времени. Давайте посмотрим, как выглядят наши часовые метки в равномерном, то есть гражданском времени. Как видно, каждая часовая метка превратилась в фигуру, похожую на цифру 8. У этой фигуры есть название – аналемма. То есть это фигура, которая описывает Солнце в течение года, если фиксировать его положение в одно и то же время суток. Вот у нас посередине полуденная 12-часовая аналемма.
Слева от нее 11-часовая, справа 13-часовая. Теперь подробнее про точки анолеммы. В году 12 месяцев, и каждый месяц здесь представлен 4 точками. Первое число и затем прибавляется по одной неделе. То есть 1 января, через неделю 8 января, еще через неделю 15 и наконец 22 января. Следующий месяц те же числа. 1 февраля, 8, 15, 22. 1 марта, 8, 15, 22 марта – день весеннего равноденствия. Таким же образом идем по следующим месяцам, доходим до летнего солнцестояния 22 июня и затем спускаемся вниз к зимнему солнцестоянию. Кстати, откуда такое название солнцестояние? Ведь солнце не стоит на небе, а продолжает свой суточный ход. Дело в том, что в этот период, плюс-минус 1 неделя, от 22 числа, солнце практически не меняет свое склонение, то есть высоту своей траектории по небу, день за днем практически повторяя свой ход. Этот период имеет другое название – солнцеворот, то есть абсолютное значение склонения Солнца доходит до своей максимальной величины и разворачивается, начинает уменьшаться. Обратите внимание на асимметричность фигуры анолеммы. Зимняя нижняя петля шире, чем верхняя летняя. Соответственно, и уравнение времени зимой имеет большие абсолютные значения. Например, 22 февраля в 12 часов среднего времени Солнце еще не дошло до небесного меридиана и дойдет только через 14 минут, в 12:14. Соответственно, уравнение времени в этот день как раз и составляет эти 14 минут. Давайте пройдем несколько часов по этой дате. Как видно, каждый час мы приходим в такую же точку очередной анолеммы. Видно, что все 24 анолеммы одинаковы по своей форме. Вы можете выбрать любую из них, даже те, которые частично расположены ниже горизонта. Например, утреннюю 7-часовую анолемму. И фиксировать положение Солнца в 7 часов утра в течение всего года. И Солнце нарисует вам на небе ту часть анолеммы, которая находится над горизонтом. В интернете вы можете найти различные фотографии анолемм, в том числе и частично скрытых под горизонтом. Теперь, когда мы вполне разобрались с ходом Солнца вблизи Гринвича, давайте посмотрим, что же происходит с этим поясом анолемм, когда мы перемещаемся в другие точки планеты. Давайте для этого вместо Лондона возьмем другую фоновую панораму. Сразу оговоримся, несмотря на то, что панорама достаточно нейтральна, мы не ждем, что она будет выглядеть правдоподобно во всех случаях, в Заполярье, в средних широтах, на экваторе. Начнем наше путешествие по планете от координат Лондона по Гринвичскому меридиану в сторону севера. Видно, что пояс анолемм при этом как бы начинает вращаться вокруг оси, которая проходит через восток и запад. Доходим примерно до широты Санкт-Петербурга, 60 градусов. Давайте посмотрим на ход Солнца на этой широте в день летнего солнцестояния. Как видно, заход Солнца происходит еще ближе к северу, даже правее северо-запада. Видно также, что Солнце в полночь лишь достигает границы гражданских сумерек, а затем начинает подниматься обратно. То есть небо за всю ночь так и не становится темным. Это явление называется белыми ночами. Давайте откатим время назад и переместимся еще дальше на север, за северный полярный круг, скажем 68 градусов. Видно, что Солнце в полночь едва доходит до горизонта и начинает подниматься обратно. Ночная фаза в сутках отсутствует вовсе. Это называется полярный день. Посмотрим теперь, что будет на этих широтах через полгода, в конце декабря. В те же 6 часов утра будет еще глубокая ночь. И дальше, в течение 6 последующих часов, постепенно светает, Солнце к полудню приближается к горизонту, но так и не появляется, и затем погружается обратно. Это полярная ночь. Давайте наконец дойдем до максимально возможной широты – 90 градусов, то есть до Северного полюса. И хоть обозначения сторон света остались, но здесь нет ни запада, ни других основных географических направлений.
Что касается аналем, они все встали на одинаковую высоту. Это означает, что в течение суток высота Солнца практически не меняется. В конце декабря Солнце ходит глубоко под горизонтом, кромешная ночь, круглые сутки. В конце февраля начинает постепенно светать, Солнце при этом продолжает совершать суточные круги. Затем в течение одного месяца окончательно светает. Солнце появляется из-за горизонта, закончилась полугодовая полярная ночь, начинается полярный день, тоже длиной в полгода. В течение следующих 3 месяцев Солнце поднимается на максимальную высоту 23,5 градуса над горизонтом и продолжает делать по одному обороту за сутки. Теперь начинаем путешествие на юг, по этому же Гринвичскому меридиану. Пояс аналем поворачивается в обратную сторону. Обратим наш взор на точку зенита и дождемся, пока полуденная аналемма ее коснется. Вот мы остановились на 23-й параллели, на так называемом северном тропике, где в конце июня полуденное солнце можно наблюдать в зените. Собственно, именно в этом тропическом поясе от 23 градусов северной широты до 23 градусов южной широты Солнце может находиться в зените. В этих широтах точка зенита попадает в район полуденной аналеммы. Остановимся подробнее на экваторе, на нулевой широте. Принято считать, что Солнце на экваторе в полдень находится в зените. Как видно, это соответствует действительности только в дни равноденствий. А максимальное отклонение от зенита в полдень составляет те самые 23 градуса в дни солнцестояний в июне и в декабре. Также считается, что день на экваторе длится 12 часов круглый год. Это соответствует действительности. Посмотрим на 6-часовую аналемму. Несмотря на то, что Солнце восходит не ровно в 6 часов, а до плюс-минус четверти часа в течение года, однако за один день уравнение времени практически не меняется, и насколько восход будет отличаться от 6 часов, настолько же заход будет отличаться от 18. В итоге день длится 12 часов. Обратите внимание на восход Солнца. Оно поднимается практически под прямым углом к горизонту. То же самое касается захода. Таким образом, все границы сумерек проходят с наибольшей скоростью на Земле. Поэтому жители средних широт, попадая в тропические районы, отмечают, что темнота после захода Солнца наступает непривычно быстро. Ну и чтобы закрыть тему азимута точек восхода и захода, даже на экваторе Солнце заходит не всегда точно на западе, а с отклонениями до 23 градусов в сторону севера и юга. То же самое касается и точек восхода. От экватора перемещаемся дальше на юг. Доходим до средней широты 45 градусов. Она относится, скажем, к Новой Зеландии. Это как широта Краснодара, но только в южном полушарии. Давайте посмотрим на ход Солнца, скажем, в одно из равноденствий. Как видно, Солнце по-прежнему восходит в восточной части небосклона. Заходит в западной. Но теперь оно идет вокруг нас против часовой стрелки. А все аналеммы, как видно, повернулись широкой декабрьской петлей вверх. Соответственно, чем ближе к декабрю, тем выше ходит Солнце по небу. Поэтому для южного полушария начало лета – это декабрь. Снова перейдем в равноденствие, чтобы видеть аналеммы целиком. И, наконец, дойдем до Южного полюса. Картина в целом аналогична Северному полюсу, но с перевернутыми аналеммами и с противоположным ходом Солнца по небу. Теперь вернемся в исходную точку и разберемся с часовыми поясами. Если до сих пор мы путешествовали по Гринвичскому меридиану, то теперь пойдем в перпендикулярном направлении, вдоль 51-й параллели, например, на восток. При этом весь пояс аналем начнет крутиться вокруг оси, параллельной оси вращения Земли. Сместимся на 15 градусов восточнее. 11-часовая аналемма заняла то же самое положение, что прежде занимала 12-часовая. Теперь 11-часовая стала полуденной и самой высокой на небосклоне.
Поэтому для меридиана 15 градусов восточной долготы вводят новый часовой пояс со смещением местного времени относительно всемирного плюс 1 час. Давайте отметим эту анолемму. Теперь именно она соответствует 12 часам среднего местного солнечного времени. Переместимся еще восточнее до московского меридиана 37,5 градусов. Ну и заодно поставим московскую широту 56 градусов. Напоминаю, что 12 часов по всемирному времени по-прежнему соответствует вот этой анолемме справа, которая висит над Гринвичем и выделена своим цветом. А в нашем случае две анолеммы 9 и 10 часов по всемирному времени одинаково высоко расположены на небосклоне. И поскольку современное общество тяготеет к вечернему образу жизни, то предпочтение в таких случаях отдается более восточной анолемме. В данном случае сдвиг составляет плюс 3 часа ко всемирному времени, и истинный полдень попадает примерно на 12:30 по местному времени. В летний период многие страны, расположенные в средних широтах, добавляют к местному времени еще 1 час, и в результате истинный полдень приходится на 13-14 часов летом и 12-13 часов зимой. В России, как известно, сезонный перевод стрелок отменили, но принадлежность различных регионов к тем или иным часовым поясам все еще обсуждается. В качестве третьей финальной сцены давайте возьмем панорамный вид на Эйфелеву башню. Выставим координаты этой точки в Париже, сориентируем панораму по азимуту и тем самым увидим парижские анолеммы. Какую практическую информацию можно отсюда извлечь? Первое. На веб-странице панорамы указано, что это было снято 8 апреля в 7 часов 29 минут. Неизвестно какого времени, летнего, зимнего, парижского ли, и вообще правда ли это, поскольку метаданные снимков из интернета часто сбиты. Но я выставил указанные дату и время с учетом летнего времени во Франции, чтобы посмотреть, где окажется наше виртуальное Солнце. Как видно, его положение вполне похоже на то, что мы видим на панораме. Солнце уже выше горизонта, но еще ниже строений, которые горизонт загораживают. Второе и более важное, мы можем оценить, где вообще Солнце бывает для этой местности. Можем понять, где оно восходит. Например, 22 июня оно встает в 6 часов, левее башни, и через 1,5 часа проходит как раз через нее, на высоте 15 градусов над горизонтом. А скажем, зимой, ближе к Новому году, у нас зимнее время, и Солнце встает 12, 11, 10, в 9 часов, появляется из-за зданий вот в этой точке ближе к 10 часам, а в 12 часов оно уже загораживается мостом, чтобы через 2 часа вновь появиться на пару часов и окончательно скрыться. А, например, в дни равноденствия оно исчезает вот в этой точке, вот здесь, и больше так и не появляется до захода. Таким образом, можно наглядно оценить так называемую инсоляцию, то есть количество солнечного света, которое в ясную погоду может получить любая выбранная вами точка с учетом конфигурации соседних зданий, холмов, деревьев, а внутри самих зданий с учетом оконных проемов, балконов и тому подобное. В принципе, все то же самое можно отобразить и без всяких сферических панорам. На этом графике представлена плоская эквидистантная проекция тех же 24 анолемм для Парижа. При этом подобный график легко строится для любой другой точки планеты. По горизонтальной оси отложен азимут. Вы видите север, восток, юг, запад. А по вертикальной оси угловая высота выше горизонта и ниже. Возьмем верхнюю половину той же панорамы, обведем контур всех объектов выше горизонта и получим вот такую плоскую проекцию, по которой точно так же можно провести анализ инсоляции. Времена и азимуты точек восхода и захода, время, в течение которого здание и мост будут загораживать Солнце и так далее.
Такое скопище анолем на одном графике только поначалу может показаться устрашающим, но достаточно немного погрузиться в тему, как замечаешь, что такое представление становится весьма наглядным. В завершение хочу упомянуть несколько моментов. Первое. Существует путаница в обозначениях времени – местное, административное, гражданское. Например, термин «местное время» обозначает как местное солнечное время, так и в соответствии с законом об исчислении времени 2011 года время часовой зоны, в которой расположена соответствующая территория. А вообще-то это совершенно разные понятия времени. Второе. Для точного расчета времени восхода и захода следует учитывать два фактора – угловой размер Солнца и рефракция на горизонте. В частности, именно из-за этих двух факторов день равен ночи не только в дни равноденствий, а со смещением в пару дней, например, весной 18 марта вместо 20. Третье. Форма анолеммы восьмерка и уравнение времени неизменны где угодно на Земле, независимо от вашего местоположения. И поскольку они являются неотъемлемыми характеристиками солнечного времени, их нередко размещают в том или ином виде на солнечных часах. Северному полушарию в некотором роде повезло, верхняя летняя петля анолем более тонкая, поэтому летом, когда от солнечных часов наибольшая польза, уравнение времени по абсолютным значениям не превышает 6,5 минут, и солнечные часы показывают время достаточно точно даже без учета этих поправок. И наконец четвертое – это аспект, благодаря которому анолеммы висят как бы прибитые к одним и тем же точкам небосклона. Вращение Земли не очень стабильный процесс. Мало того, что это вращение постепенно замедляется, так оно еще и неравномерно. Характерная величина дрейфа и неравномерности порядка 1 секунды в год. По мере необходимости во всемирное атомное время вводят високосные секунды. Последний раз такая секунда вводилась в конце июня 2015 года. Если високосные секунды отменят, а в эти дни их судьба под вопросом, то анолеммы, неподвижные прежде, начнут постепенно дрейфовать, секунда за секундой, а вместе с ними и показания солнечных часов по всему миру. На этом все. Спасибо за внимание.